Привет всем, кто сейчас на моем канале. Сегодня я хочу вам рассказать и показать, как я создаю свои объемные картины с эффектом вау. Итак, если вы художник-декоратор или просто человек, который любит создавать что-то красивое своими руками, то вам наверняка понравится этот мастер-класс, потому что его итогом будет классная и эффектная работа, которую у вас обязательно захотят купить. Например, эту работу «Дерево жизни» я готовила для своего курса, и ее сразу же после поста в Instagram купили. Я надеюсь, что эта техника вам понравится и вы создадите свои очень крутые работы. Итак, начнем. Для создания этой работы я буду использовать артборд 40 сантиметров. Берите без ламинации, но если же есть ламинация, прогрунтуйте перед тем, как наносить объем. Для создания объема дерева я буду использовать гипсовую шпаклевку, которая продается в обычном строительном магазине. Это сухая смесь, которая разбавляется водой. В данном случае я не могу вам сказать все пропорции. Мне нужна определенная консистенция. Смесь не должна быть жидкой и не должна быть густой. Она должна свободно выходить из кулинарного мешочка. Как вы уже поняли, наносить объем я буду кулинарным мешком. Работать с кулинарным мешком тоже нужно наловчиться. Если у вас нет такого навыка, потренируйтесь на картоне, например. Старайтесь сохранить тот рисунок и рельеф, который получается из кулинарного мешка. Конечно, не страшно, если вы не так положили объем, мастихином можно аккуратно поправить. После того, как вы выложили ствол, переходите к кроне. Для того, чтобы создать объем, имитирующий листву, используйте вместо мастихина обычную чайную ложку. Мы нанесли очень толстый объем шпаклевки, и ей нужно время для того, чтобы хорошо просохнуть. После того, как работа просохла, я обязательно ее грунтую для того, чтобы зафиксировать объем. Грунтовка также должна хорошо высохнуть. И после грунтовки мы приступаем к золочению. Для золочения я использую клей Мардан на водной основе. Этот клей работает по принципу липкого слоя. Нужно после нанесения дождаться 15-20 минут для того, чтобы образовался этот слой. И только после этого можно наносить поталь. Поталь я использую синтетическую. И последний завершающий этап золочения – это нанесение глянцевого акрилового лака для того, чтобы все частички потали зафиксировались на работе и уже потом, когда мы будем работать со смолой, не попали на фон. Итак, мы переходим к заливке смолой. Я выбираю для фона нежный персиковый цвет, очень светлый, и поэтому очень осторожно работаю с пигментами. Все обязательно хорошо перемешиваю и оставляю немного прозрачной смолы. Немного прозрачной смолы я уже добавила на ствол и крону. После того, как вы закончили работу с фоном, можно уже заняться декором. Так как у нас крона покрыта смолой, я уже могу свободно на крону нанести камни, декор, стразы, глиттер, в общем, все, что вы найдете в ваших художественных магазинах, вы можете использовать. И также я рекомендую для того, чтобы зафиксировать декор, пройтись по кроне еще прозрачной смолой, чтобы все элементы хорошо приклеились. После этого пройдитесь горелкой, для того, чтобы вышли ненужные пузырьки воздуха. И оставьте работу до полного высыхания. У каждой смолы свое время, обычно это 24 часа. По желанию вы можете сделать второй дополнительный финишный слой. Мне очень нравится, как он выглядит, и поэтому в этой работе я также сделала финишный слой. Я надеюсь, что этот мастер-класс вам понравился, и он также вдохновил вас на новые работы. Подписывайтесь на мой канал, здесь я буду рассказывать о различных техниках создания картин.